Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас на обзоре моделирующий басовый комбо-усилитель Fender Rumble Studio 40. Это комбик мощностью 40 Вт с одним 10-дюймовым динамиком и твиттером с возможностью отключения его кнопкой на задней панели. Главной фишкой этого комбо-усилителя и отличием от других версий Fender Rumble является мощнейший цифровой модулирующий процессор с большим выбором эффектов, усилителей и кабинетов. Вот эта вот секция, она отвечает за управление непосредственно вот этого модулирующего процессора. Здесь у нас очень красивый цветной экран, несколько кнопок. Здесь у нас кнопка Tap Tempo, дальше меню, которое отсылает нас к глобальным настройкам, затем кнопка Save, которая позволяет сохранить нужный пресет, и затем кнопка FX, которая позволяет отключать либо включать эффекты в данном пресете. Ну вот, например, нажимаем и ставим этот рум в пресете в bypass. И благодаря этому замечательному экрану сама навигация по пресетам и редактирование пресетов очень простая. Делается это при помощи вот этого вот колесика и 3 кнопок. Выбираем нужный нам ряд при помощи вот этой кнопки, и мы можем переключать колесиком пресеты. Здесь у нас слоты для 200 пресетов. Выбираем средний ряд, в котором мы можем редактировать усилитель, кабинет и также эффекты. Мы можем добавлять, можем удалять, редактировать и так далее. Ну и в 3-м ряду мы можем управлять 3-полосным эквалайзером, причем вот эти вот ручки самого эквалайзера физического у нас коррелируют с изображениями на экране. Ну и дальше мы можем также в этом же ряду редактировать Noise Gate, компрессор и другие утилиты. Хотелось бы еще отметить то, что на задней панели вы можете найти большое количество различных вариантов подключения. Здесь у нас есть балансный выход пре-пост, линейный выход стерео-аут, а также петля эффектов Send Return и выход на фут-свитч. Как это ни удивительно, в 21 веке, в эпоху прогресса и технологий, даже к комбику можно теперь подключиться с телефона и планшета по Bluetooth и управлять настройками всех его параметров при помощи приложения Fender Tone. Вот сейчас мы только что подключились, давайте познакомимся с тем, как работает это приложение.
На первой странице у нас здесь основные настройки приложения, также доступ к тюнеру, ну и много всяких утилит. На второй странице магазин пресетов, где вы можете загрузить и попробовать различные пресеты. На третьей странице у нас можно создавать различные сет-листы для концертов. Например, вам нужно несколько определенных пресетов во время концерта или записи. Вы можете для удобного доступа все это дело здесь поместить. Ну и дальше у нас страница выбора пресетов. Давайте попробуем создать наш авторский пресет. Нажимаем на плюсик и перенаправляемся на страницу выбора преампов. Ну, давайте послушаем различные варианты. Вот какой-то Bassman TV. British Color. British Watts. Rockin' Peg. Ну, пусть будет Rockin' Peg. Давайте дадим имя нашему пресету, Pop Music, и нажмем Save. Нас перебросило на страницу эквалайзера. Можно, соответственно, менять настройки разных частот. Ну и так далее. Допустим, нас устраивает этот звук. Сохраняемся. И давайте попробуем перейти на эту страницу. Здесь у нас есть еще несколько утилит. Можно выбрать кабинет. Например, одна пятнашка. Одна десятка. Две десятки. Звучат они все по-разному. Ну вот давайте посмотрим. Две пятнашки. Ну вот десятка мне понравилась больше. Дальше компрессор. Компрессор низких частот отдельно. Можно компрессор средних частот, только компрессор высоких частот, ну и общий. Можно также добавить гейт в позиции пре и пост эквалайзер. Ну пусть будет пре. Вот. Сохраняем всю эту историю. И давайте теперь посмотрим, что у нас тут, как ситуация обстоит с эффектами. Вот у нас на выбор огромное количество различных эффектов. Все они разбиты на категории. Stompbox, где у нас в основном перегрузы и фузы. Дальше модуляция, где у нас хорусы, фейзеры, фленджеры, тремоло и так далее. Дилеи и ревера. Ну, давайте послушаем несколько эффектов. Вот большой фуз. Давайте Green Box. Modern Bass Overdrive. Это октобот, перегруз с октавером совмещенный. Давайте оставим его. Мне нравится, как он звучит. Надо нажать Save. Вот здесь у нас появилась такая схемка. Преамп плюс октобот. Ну, давайте теперь добавим еще какие-то эффекты. Ну вот секция модуляции. Попробуем добавить хорус. Либо фейзер, например. Давайте попробуем в тремоло. Мне нравится, как это звучит. Ну и давайте сохраним эту цепь и добавим последний эффект. Дилей не будем, а добавим какой-нибудь симпатичный ревер. Ну, например, послушаем, как звучит Spring Rever. Слишком долгий, давайте послушаем Room. Еще дольше, маленький Room. Вот. На мой взгляд, вполне отлично. Ну и давайте отложим телефон и послушаем, что же у нас получилось.
целом это отличный комбо-усилитель, главными плюсами которого является компактность, малый вес, ну и, конечно же, невероятный потенциал по отстройке различных басовых тембров и применению большого количества интересных эффектов. Ну и, конечно, возможность управления этим комбиком с планшета или телефона делает его user-friendly. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. Ну и до скорых встреч. Пока. Можно так поближе подойти? Вот так. Нормально? Не видно мою ногу в тапках? Пока нет. Я скажу, если будет видно. Хорошо. Пишем. А может мне тогда бас снять? Я его на себе держу. Я не знаю зачем. Будет удобнее. Чего? Говоришь, духовнее? Духовнее, конечно. Намного более духовно.